Всем хай. Тут будет фрезеровка конусного пазика. Буду его фрезеровать по G19 и радиусной фрезой. По параметрам. Фреза будет 20 радиусная. Q1 стартовый. Ну, стартовый не фрезы, а конуса. Начальная координата конуса. Q2 шаг. С каким шагом будет фреза фрезеровать? Q3 конечный размер конуса. Q5 это большой радиус. Вот от этой линии до этой линии. Эта линия это центр этих радиусов. Маленького и большого. Q6 маленький радиус. Q7 радиус инструмента. Q8 добавочное мясо для фрезы. Фреза 20, радиус 10. Если я пущу по Q1, то она обрежется сразу всем радиусом. Чтобы этого не произошло, я делаю добавочку Q8 и пересчитываю начало фрезерования от Q1 до этой линии Q17. Q9. Координата центра радиусов. Вот она, Q9. Тут у меня 0 деталей. И центра радиусов вот здесь находится на Q9. Q10. Z захода. Это с какой высоты начинает фрезеровать фреза. У меня радиус 10. Я делаю чуть побольше, 12. Значит, с высоты 12 она пойдет на рабочей подаче. Делаем смещение по X, чтобы на симуляторе хорошо отрабатывало. Для станка, вот у меня написано на машине, заменить X на Z. Вместо этого X надо будет Z поставить. Q4 это рассчитывается этот угол из радиусов и длины. Программируем. Фреза ходит вот с этой стороны, она выходит в точку, подходит с коррекцией инструмента и отрабатывает радиус и линию. Потом опять сюда бежит с учетом шага и опять. Радиус меняется отработки этот. Тут у нас получается, если мы фрезу опустим на весь радиус, то в этой части она зарежет угол. Поэтому рассчитывается поправка Q14, насколько надо уменьшить радиус, чтобы фреза не зарезала в этой точке. И соответственно она везде будет одинаковой, вот это вот Q14, и мы ее прибавляем тут где-то, используем. Начинаем с этой точки, идем до этой. Я тут не рассчитываю от этой точки изменение радиуса. Я просто посчитал изменение радиуса на шаг. Это вот R correction at step. И просто потом прибавляю Q16. Вот, отнимаю. У меня тут Q16 получается с минусом. Получается, вот здесь отнимается от этого радиуса, от Q15 и идет до этого. Там возникает погрешность какая-то, но я думаю, машина считает где-то до 6-8 знака. И за 100 проходов погрешность, микрон, 2, 5, да хоть сотка. Я думаю, не выскочит за допуски. Смотрим, что у нас получается. Фреза пошла. Здесь посередине остается, потому что фреза идет по X. На станке
она вертикально будет, и поэтому это все снимется. Вот этой болваночки не будет. Все, отработало. Да, тут у меня ось инструмента X. Это G19 на Хайденхайне. Все. Всем удачи. Пока.